Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Труба раздора. Украина отказалась возобновлять транзит нефти по дружбе. Борис Леонидович, пожалуйста, давайте разберемся, что здесь, собственно, происходит. Именно вот с поставками дизеля из Венгрии на Украину, с поставками электроэнергии из этих стран на Украину, из Украины в эти страны. Этими заявлениями достаточно пространными: мы будем поставлять электроэнергию, не будем, оказывается, не могут не поставлять. Что там, собственно, происходит, начиная с нефти, пожалуйста? Ну, давайте начнем с нефти матушки. В Словакии имеется один нефтеперерабатывающий завод. В Чехии имеется один нефтеперерабатывающий завод. Оба принадлежат венгерской государственной компании МОЛ. Поэтому рассматривать в отрыве Венгрию и Словакию друг от друга не получается просто физически. Оба нефтеперерабатывающих завода были построены в годы существования Совета экономической взаимопомощи. Строились они в Венгерской Народной Республике и Чехословацкой Социалистической Республике, разумеется, в непосредственной близости от прохождения нефтепровода «Дружба». Технологические процессы четко выстроены под переработку нефти марки «Юрлс». Выхода к морю ни у Венгрии, ни у Словакии, соответственно, не имеется. Именно поэтому летом 2022 года в шестом пакете санкций для Венгрии, Словакии, Чехии были сделаны исключения. Отказ от трубопроводных и морских поставок нефти, для этих трех стран разрешено получать по трубопроводам. Причем срока у этих исключений нет в тексте исключений. Чехословакия отказалась самостоятельно. Чехия отказалась самостоятельно. Завод в Чехии принадлежит польской компании «Орлан», тоже государственная, наверное, крупнейшая сейчас в Восточной Европе, да, одна из наиболее крупных во всем Евросоюзе. Нашли возможность получать нефть через порты Германии. Орлен скупал нефть в Норвегии, на Ближнем Востоке для своих двух нефтеперерабатывающих заводов у себя в Польше, для своего завода в Литве. Появилась еще одна возможность. Для Орлена экономическая составляющая понятна. Либо ты покупаешь нефть в расчете на переработку на трех заводах, либо на четырех. На четырех больше. После этого поправки в так называемых санкциях против России были сделаны. Раз Чехия отказалась, сейчас зафиксировали. Чехия тоже не получает нефть по трубе. Венгрия и Словакия отказываться даже не думали. Да, в этих правилах европейских есть некое туманное указание, что поиск альтернативных возможностей поставки. Для Венгрии единственная альтернатива – это порт в Хорватии. В порту Хорватии новых потребителей никто не ждет. Для того, чтобы получать нужный объем нефти, предстояло бы инвестировать в расширение порта, в строительство нового трубопровода. Ценник там получался достаточно серьезный, плюс время на то, чтобы все это построить и так далее, и так далее. Теперь, что касается поставок дизельного топлива из Венгрии и из Словакии. Если посмотреть на баланс, проектная мощность по сырью двух нефтеперерабатывающих заводов и потребление дизельного топлива в Венгрии и Словакии совокупно, раз уж это одна компания, вот вместе их рассматриваем. По итогам 2025 года баланс не сходится. Если переходить на ставшие привычными нам единицы, то дефицит по солярке минус 27 тысяч баррелей в сутки. То есть своего дизеля для того, чтобы поставлять на территории Украины, просто нет, физически нет. Так что говорить о том, что из нашей нефти производили солярку для украинских танков, не получается, не хватает. В чем дело, в чем фокус? Смотрим на западную границу территории подконтрольной Киеву. С кем из европейских стран она вообще граничит? Если начинать с севера, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Молдавия. Молдавия, как известно, просится в состав Румынии, ей надоело быть самостоятельной страной, так бывает. Это возможность для любой компании
подешевле купить газ в любой европейской стране, которая не граничит с Украиной, и немножечко, накинув прибыль, продать украинским потребителям. Украинским потребителям деваться некуда, нефтеперерабатывающие заводы у них не работают. Поэтому угроза, что мы перестанем поставлять солярку, не меняет просто ничего. Если через территорию Словакии и Венгрии перестанет поступать дизельное топливо, увеличится объем поставок через Румынию, увеличится объем поставок через Польшу. Может быть, какие-то рисковые люди будут поставлять нефтепродукты даже в порты Одессы. Не знаю, какие там страховые суммы в таких случаях, но это не пресечено. Такие возможности есть. Если в Одессе, да, сложно, потому что ПВО работает безотказно, то есть вообще не работает. Понятно, что в любой момент танкер, даже не с нефтью, а с нефтепродуктами, горит быстрее. Но возможности протаскивать небольшими партиями по Дунаю на месте. Возможности везти из Польши по железной дороге на месте. Возможности везти автотранспортом тоже на месте. То есть здесь, да, звучит звонко и со стороны господина Фица, и со стороны господина Орбана, но в этом капиталистическом мире ничего не меняется. До той поры, пока открыта граница с Европой, пока не пересечены транспортные пути, нефтепродукты будут поступать. Вспоминаем Карла Маркса, 300% и так далее, и так далее. Вот это никто не отменял. И даже если Фица вместе с Урбаном, взявшись за руки, встанут на границе, они не могут остановить свои компании. Для этого даже лицензии не требуется, ведь не продаются нефтепродукты внутри самой Венгрии. Где-то там во Франции купил и куда-то повез. Ну что можно с этим сделать? Это что касается нефтепродуктов. Борис Леонидович, поступила информация о том, что венгерский МОЛ приступил к выкупу российских долей в сербском НИС. Это к чему может привести? Это хорошая информация, плохая информация? Информацию радостной назвать нельзя, потому что вложено туда денег «Газпромнефти» было более чем достаточно. Завод после войны в Югославии находился практически в разобранном состоянии. Качество дизельного топлива оставляло желать лучшее. А как выглядели автозаправочные станции в Сербии, можно поискать в сети интернет, если у вас крепкие нервы. Смотреть на это немножечко страшновато. Тем не менее, введены санкции. Господин Вучич достаточно долго пытался пропетлять между требованиями сначала Байдена, потом вроде как были продлены и Трампом, но потом Трамп соглашался несколько раз давать отсрочки и так далее, и так далее. Завод нефтеперерабатывающий в Сербии один. Если он выключается, наступает дефицит. Ну, как бы очевидно, что не сильно приятно. Первый раз вот эту версию о том, что все закончится продажей именно МОЛу, ну, в моем телеграм-канале, я, помню, писал еще в ноябре, когда состоялся такой стремительный пул визитов, череда визитов господина Орбана, который сначала встретился с Трампом в Вашингтоне, потом встретился с Владимиром Владимировичем в Кремле. Как раз в этот момент в очередной раз шли переговоры, продлят отсрочку санкций для Сербии или не продлят. И вот здесь появляется господин Орбан. Сначала там, потом здесь. Сейчас не сказать, что уже пошли переговоры о выкупе, сама процедура выкупа, требуется получить разрешение у Министерства финансов США. Ну, с учетом того, как выглядят личные отношения Орбана и Трампа, ну, посмотрим, чем это закончится. Что это означает для России? Поставки нефти на переработку на НИС, нафтоиндустрия Сербии, в общем, нефтяная индустрия Сербии, осуществлялись через Хорватию. Сказать, что это было удобно, нет, нельзя. Возникали трения с Хорватией, она участник Евросоюза, соответственно, тоже присоединилась ко всем санкциям. Это вроде бы как морские поставки, но вроде бы как не в ЕС, то ли разрешить, то ли не разрешить, было сложно. Соглашение о том, что будет построен нефтепровод между Венгрией и Сербией, возникли еще в начале прошлого года, около года назад.
Разумеется, это под будущие поставки исключительно венгерской нефти. Никто не слышал о венгерских месторождениях, я тоже не слышал. Но оно есть. Совершенно случайно находится, ну, географически, ну, просто совпало, я не знаю. Совпадение, уверен, что да. Рядом с маршрутом прохождения нефтепровода «Дружба». Очевидно, что это будет абсолютно венгерская нефть. У меня сомнений в этом никаких. Какая еще может быть нефть? Разумеется, венгерская. Не российская же какая-нибудь. Маршрут относительно коротенький, чуть больше 200 километров, то есть речь о миллиардных вливаниях не идет. Что в этом случае теряет «Газпром» нефть? Те вложения, которые были сделаны в модернизацию сербского завода, те вложения, которые были сделаны в приведение в порядок сети АЗС и в ее расширение. Да, это грустно, это не весело, но, по крайней мере, есть шанс сохранить поставки нефти самым дешевым видом транспорта, трубопроводным. Так что вот такая ситуация. Что касается, состоится это или нет, пока решения будут принимать по ту сторону океана в кабинетах Министерства финансов. Посмотрим, чем все закончится. Что касается МОЛа, ну, его движение тоже совершенно понятно. 3 завода – это не 2. 2 есть, почему бы третий не прикупить. В этом случае, может быть, и о каких-то скидках может речь пойти, потому что объемы увеличатся. Может быть, еще что-то. Но продолжаем наблюдать. По крайней мере, какие-то успехи в переговорах с администрацией Трампа у Орбана есть. Сняты все ограничения на те банки, которые будут обслуживать строительство атомной электростанции ПАКШ-2. Может быть, и с сербским заводом удастся как-то решить вопрос. Посмотрим. Борис Леонидович, а что происходит с перетоками электроэнергии? Почему сначала... Да, вот давайте еще раз, чтобы просто финализировать вот всю эту историю. Прекращены поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» 28 января, то есть практически уже месяц назад. И вот можно по-разному относиться к Международному энергетическому агентству, в состав которого входит в том числе и Венгрия, и Словакия. Но в данном случае, видимо, положительный результат, потому что по требованиям, которые в МЭА есть, каждое государство, входящее в состав этого объединения, должно иметь запас нефти, рассчитанный на 90 дней, в том случае, если нет никаких поступлений извне. И сейчас Венгрия и Словакия держатся за счет государственного запаса. После того, как поставки были прекращены, последовало обращение компании МОЛ, правительству Венгрии, правительству Словакии, соответственно. Разумеется, квоты выделены, потому что в противном случае будет противный случай. Но запасы на 90 дней рассчитаны. Вот сейчас, собственно говоря, первые 30 дней прошли. Именно по этой причине в Будапеште и в Братиславе нервничают. Разговоры о том, что обо всем можно договориться с Хорватией, она будет готова к приему дополнительных грузов, звучат хорошо. Но если представить, что компания МОЛ на это пошла, значит, ей сейчас необходимо лихорадочно где-то искать нефть подходящего марки по химическому составу, прежде всего договариваться с фрахтом судов, договариваться с портом в Хорватии и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь оставшиеся 60 суток может просто не хватить физически. Поэтому, да, вот такое обостренное отношение ко всему происходящему. Борис Леонидович, а что с электроэнергией все-таки происходит? Потому что ряд государств заявляет о том, что прекратят перетоки, потом заявляют, что не прекратят перетоки, потом говорят, что только в случае поставок каких-то резервных мощностей они не будут их поставлять. Что происходит? Давайте, опять же, вот, без журналистской риторики посмотрим, что происходит. В 2022 году была синхронизирована объединенная энергосистема Центральной Европы и объединенная энергосистема Украины. Перетоки возможны в тех объемах, которые выдерживают линии электропередач. Линия электропередач, воздушная линия, связывающая Украину с Венгрией, 750 киловольт, самая крупная, самая мощная. Из Венгрии приходит на подстанцию западноукраинская, дальше после понижения мощности расходится веером по территории подконтрольной Киева. Из Словакии воздушная линия 400 киловольт.
Кроме того, объединение физически, не на бумаге, а физически имеется у Украины с Румынией, в том числе транзитом через территорию Молдавии и Приднестровья заодно. Это сейчас, через Приднестровье сейчас ничего не идет. Второй отопительный сезон Приднестровье встречает в режиме ЧС в энергетике. Газ поступает, но только в тех объемах, которые позволяют вырабатывать электроэнергию и тепловую энергию для самого Приднестровья. То есть никаких дополнительных поставок. Это отдельная история. Напомню, что мощность молдавской ГРЭС 2,2 гигаватта. То есть, если бы станция работала в штатном режиме, то проблем в той же Одесской области не было бы никаких от слова вообще. Расстояние между городом Тирасполем и городом Одессой по автотрассе 70 километров. Но прекратив транзит российского газа, киевский режим заодно оставил без газа и молдавскую ГРЭС. Разумное решение, ничего не могу сказать. А теперь что поставляют? Словакия. В 2023 году введен третий энергоблок на атомной электростанции Моховце. Все. С этого момента Словакия энергоизбыточна. Она действительно поставляет собственную электроэнергию на основании тех правил, которые действуют в Европейском Союзе. У объединенной энергосистемы Центральной Европы есть правила торговли на энергетической бирже, есть энергетическая биржа. Если Словакия не поставляет свою электроэнергию, она никоим образом не может запретить перетоки. Это будет нарушением целой пачки договоров, и там придется просто платить штрафы. Много штрафов. Будут обвинять в нарушении правил свободной торговли, в нарушении правил энергобиржи и так далее, и так далее. Поэтому то, что господин Фица смог, это отказаться от аварийных поставок. Аварийные поставки, для того, чтобы они шли бесперебойно, должно быть заключение договора о резервировании того или иного объема мощностей. В этом случае договор придется выполнять. Судя по происходящему, этого договора не было. И когда на территории подконтрольной Киева время от времени по каким-то непонятным причинам перестает работать та или иная электростанция, не знаю, что у них там поломки какие-то постоянные, всегда можно было обратиться к Словакии. Вот у нас на какое-то время выключается такой-то блок, сможешь нарастить. В том случае, если линия 400 киловольт способна пропустить дополнительные объемы, поставки шли. Словакия всегда приходила на выручку, потому что в случае аварийной остановки электростанции выручка возрастает, от чего бы, собственно говоря, не помочь. Вот теперь такой помощи не будет. Будет ли это нарушением каких-то внутриевропейских обязательств? Лично мне сказать сложно, думаю, что нет. Иначе Фица об этом бы не говорил. Что касается Венгрии, то тут все намного проще. Мы слышим много самых разных слов о том, что доля атомной электростанции ПАКШ в выработке электроэнергии в Венгрии составляет 48%. Новая атомная электростанция ПАКШ-2 увеличит этот объем. Все это замечательно. Но Венгрия энергодефицитна. Год за годом порядка 20% необходимой электроэнергии она покупает у стран-соседей. Разумеется, разговор о том, что из Венгрии приходит венгерская электроэнергия, в пользу бедных. Это перетоки из других стран. Это работа энергобиржи Центральной Европы, ежесуточные торги, торги на сутки вперед. Украина стала равноправным участником, выходит и покупает. И ровно то же самое, что я говорил о Словакии. Прекратить перетоки через свою территорию, через свои сети Венгрия не может, не нарушив несколько европейских законов, правил, договоров и так далее, и так далее. То есть попадать под штрафы Орбан тоже ни малейшего желания не испытывает. Вот, собственно говоря, и вся картинка. То, что на Киев можно воздействовать за счет поставок электроэнергии, вот тех аварийных поставок, от которых отказался Роберт Фица, если бы правительство в Киеве действительно думало о своей стране, это было бы серьезной угрозой. Но если не поступает электроэнергия в случае очередной аварии, что делает киевский режим? Аварийное отключение. На день сегодняшний, после того, как прошло уже больше 2 недель с момента такого активного воздействия на объединенную энергосистему Украины,
Напомню, это было 8 февраля, и на тот момент доступность электроэнергии составляла менее 25%, 23 с хвостом. На день сегодняшний более 70%. При 25% доступности выживали? Выживали. Ну, хорошо, будет очередная авария, не придет электроэнергия из Венгрии, из Словакии. Ну, будет меньше 70%. На Украине, по-моему, уже никто ничему не удивляется. Если лампочка Ильича еще цела, ну, хорошо, какое-то время она работает в режиме то потухнет, то погаснет. Кто на это обращает внимание? Избиратель там вполне терпелив, готов сносить тяготы и лишения. Так что здесь сказать, что это серьезная угроза, тоже не получается. Риторика, да, замечательная. Мы не будем прекращаем аварийные поставки, пока не будет восстановлена работа нефтепровода «Дружба». Что касается работы нефтепровода «Дружба», то было обращение Роберта Фица, нет, Урбан обращался в Еврокомиссию с тем, чтобы просто приехали технические специалисты и посмотрели, что же там поломалось. Нет, не принимают технических аудиторов из Европы. Просто идет сообщение, что эта Россия разбомбила свой нефтепровод. Россия очень любит это делать. Вот, сама себе что-нибудь взять и поломать. Камера. Джентльменам должны верить на слово. Кто-то Зеленскому верит. Виктор Орбан этого сделать не собирается. Он считает, что это политическое решение со стороны Киева, связанное с тем, что в апреле предстоят парламентские выборы, и вот таким способом воздействовать. У вас избиратели Венгрии премьер-министром трудится Виктор Орбан, видите, как выросли цены на ваших автозаправках. Он нехороший человек, давайте голосовать за какого-нибудь представителя оппозиции. Вот, собственно говоря, никто, кто бы какую риторику не использовал, там все достаточно объективно, все достаточно видно, и надо дать должное. В этом случае Орбан называет вещи своими именами. Но связано это не с тем, что он таким способом борется за интересы Венгрии. Правительство Венгрии удивительно тем, что оно думает о Венгрии. Непозволительная роскошь, конечно, и Брюссель заинтересован в том, чтобы Венгрия вернулась в строй и шагала нога в ногу. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание. На всякий случай напоминаю, что информацию о том, что в Венгрии не хватает выработки собственной электроэнергии, можно найти в открытых источниках. Никакой секретной информации я не рассказал. О том, как выглядит баланс по нефтепродуктам в Венгрии и в Словакии, тоже открытые источники. Все это проверяется, поэтому прежде чем испытывать эмоции по поводу журналистской риторики, потратьте буквально 10-15 минут на то, чтобы перепроверить факты. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.